Осенний ветер трепал волосы молодой женщины, стоявшей на пыльной дороге у окраины небольшого города Эшвилл в штате Северная Каролина. У ее ног лежали большой чемодан и старая дорожная сумка. Черный внедорожник медленно удалялся по дороге и вскоре исчез за поворотом. Девушку звали Эмили, ей было 26 лет, и она находилась на 8-м месяце беременности. Машина принадлежала ее отцу, Роберту, который только что оставил ее здесь, у дома дальней родственницы, которую она никогда прежде не видела. Роберт был человеком строгих правил. Много лет он работал инженером, рано овдовел и воспитывал дочь один. Когда Эмили вернулась домой беременной и не смогла объяснить, как так случилось, он долго молчал, а потом решил, что она должна уехать. Через несколько дней он отвез ее к пожилой родственнице Маргарет, жившей в старом доме на окраине города. Считая, что поступает правильно, он оставил дочь там и вернулся в город. Маргарет приняла Эмили спокойно и без лишних вопросов. В ее доме пахло травами и старым деревом, и именно там девушка впервые позволила себе расплакаться. Поздней осенью у Эмили родилась дочь, которую она назвала Грейс. Зима прошла тихо. Молодая мать заботилась о ребенке, училась вести хозяйство и постепенно привыкала к новой жизни. Весной она устроилась работать в местную библиотеку. Соседи понемногу приняли ее, помогали с дровами и молоком, а она отвечала добротой и заботой. Прошло 4 года. Роберт за это время сильно постарел и все чаще вспоминал дочь. Однажды он сел в машину и поехал в Эшвилл, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Когда он остановился у того самого дома, то увидел Эмили, идущую по дорожке с маленькой девочкой. Ребенок оживленно показывал на деревья, а мать слушала и улыбалась. В этот момент Роберт понял, как сильно изменилось все вокруг и внутри него. Девочка спокойно подошла к незнакомому мужчине и представилась. Старик взял ее маленькую руку и почувствовал, как годы молчания и упрямства начинают таять. Он провел в доме несколько дней, впервые за долгое время сидя за одним столом с дочерью. Их жизнь не изменилась мгновенно, но между ними появилось то, чего так долго не было — тихая надежда на прощение и новую связь семьи. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.